Друзья, хотелось бы, чтобы мои ролики были для вас полезные. Я вам сейчас дам 5 советов для ловли весеннего окуня. Надеюсь, они вам пригодятся. Итак, первый совет, друзья. Весной, когда рыба отнерестилась, вдоль берега начинает появляться мелкий малек, который старается держаться на прогретых участках реки, рядом с камышом. В общем, на мелководье он держится, и окунь начинает питаться именно мальком. Большие стайки малька выходят на прогретые участки. И это отличная пища для окуня. И он начинает также активно им питаться. Поэтому весна, друзья, это не осень, когда мы ловим на пассивные приманки. Вот уже 2 рыбалки подряд я ловлю рыбу, и у меня лучше срабатывают активные виброхвосты. Размер я советую использовать до 2 дюймов. По расцветке вода сейчас чистая. Лучше подбирать приманки больше похожих к натуральной расцветке малька. Это, к примеру, такие вот серебристые, с голубизной, с блеской. Обязательно должна быть блеска, золотистая, там серебристая, черная, чтобы был эффект чешуйки. Тогда окунь хорошо реагирует на эти приманки. В общем, первый совет – это нужно экспериментировать с приманками. Не забывать про активные приманки, что сейчас много малька и больше шансов поймать рыбу именно на активные приманки, нежели на пассивные. Второй совет – это, друзья, это поляризационные очки. Их нужно обязательно иметь, если вы ловите рыбу с берега, ходите, бродите по реке, ищете рыбу, то очки будут ваш главный помощник. В них вы также увидите и малька, который стоит вдоль берега, и обязательно за этим мальком всегда держится хищник. И также вы увидите ветки, коряги, увидите окуня, увидите щуку, окуня, которые держатся и охотятся за этим мальком. Друзья, перейдем к третьему совету. Это груз, которым вы оснащаете вашу приманку. Я ловлю на реке Северский Донец, и в основном берег весь в берегу 2 метра от берега до бровки. Это все заиленные участки реки. Вес больше 1,5 грамма с приманкой просто проваливается в грунт, и ее не видно. Поэтому, если вы ловите на реке Северский Донец, в Харьковской области я рыбачу, может у вас другая область быть, может вы совсем в другой области, по всей Украине, России, всегда возьмите вашу приманку, просто опустите грузиком на дно и посмотрите, проваливается она в грунт или нет. Если она провалилась в грунт, то у вас будет меньше шансов поймать рыбу, потому что приманка полностью провалится в дно, и рыба ее просто не заметит. Если вы ловите, например, с русла, я ставлю 4 грамма. Я могу ловить там твердое дно за бровкой, и я могу ловить 4 грамма комфортно. Но если вы ловите в берегу, не ставьте больше 2 грамм. Даже если там песочек, если там твердое дно с ракушкой, все равно 2 грамма, друзья. Потому что рыбе даже на твердом дне тяжело всасывать большой вес при поклевке. Она будет всасывать большой вес, она чувствовать будет вес и будет все это выплевывать. А когда легкий вес, она раз сосала вашу приманку и не почувствовала. То есть запомните, друзья, если вы ловите в берегу, то ставьте максимум 2 грамма на твердом дне. На илистом дне ставить максимум 1,5 грамма, либо джигрих. Я использую вольфрамовый микроджигрих North Island. Вот очень хорошо он помогает, особенно палочка, она не проваливается. Ну, можете мои ролики посмотреть, где я ловлю на этот монтаж, и вы поймете, в чем преимущество такого монтажа. 4-й совет, друзья. Нужно по речке активно перемещаться. Нашел я стаю окуня, она стоит в берегу. Вот она, ее бери, лови, но она не активная, она уже наелась малька. Она уже не хочет есть, поэтому попробовали, половили, 2-3 заброса сделали, окунь не взял, бросайте, забудьте о нем, вы найдете своего активного окуня, потому что, как у нас времени на рыбалку обычно мало, и нужно просто ходить, делать по 2-3 заброса и искать рыбу. Если поклевки есть, станьте на этой точке, обловите ее, когда поклевки прекратятся, просто бросайте эту точку и перемещайтесь дальше, ищите другую активную рыбу. Пробивайте дальнюю бровку, пробивайте береговую бровку, русло пробивайте. Ну, когда вы смотрите, 2-3 заброса сделали, что рыбы нет, просто переходите на следующее место, и удача вам обязательно улыбнется. Друзья, ну и закончу я свой совет, 5-й совет.